Александр Орлов с детства был окружен достатком и удобствами. Его жизнь протекала среди люстр из хрусталя, дорогих автомобилей и роскошных загородных домов. Любая его просьба выполнялась немедленно, а любые желания считались естественными. Он был сыном Сергея Орлова, известного бизнесмена и владельца крупного холдинга «Орлов Групп». Будущее Александра было предопределено. Наследник огромного состояния, человек, которому открыты все двери. Он считал, что это положение навсегда останется его реальностью, а уважение и внимание окружающих будут сопровождать его всегда. Неожиданным переломом в его жизни стала встреча с Еленой Морозовой, горничной в отеле «Империал». Елена жила в текстильщиках и ежедневно добиралась до центра, чтобы работать и обеспечивать себя. Для Александра сначала она была лишь частью интерьера, сотрудницей, которая приносила полотенца или убирала номера. Но постепенно ее искренность, скромность и простая улыбка начали менять его привычные представления о людях. Они сталкивались случайно, в коридорах, у ресепшена, возле служебного лифта. Несмотря на усталость, Елена всегда сохраняла приветливость. Александра, привыкшего к показной холодности девушек из его круга, это удивляло и привлекало. Но его привычный мир резко рухнул. Холдинг его отца оказался в центре скандалов. Расследования, публикации в СМИ, обвинения в махинациях. Счета были заморожены, имущество арестовано, имя семьи перестало ассоциироваться с богатством и уважением. Репутация Орловых стремительно разрушалась, а их положение стало символом падения. Александр, еще недавно окруженный роскошью, остался без всего. Люди, считавшиеся друзьями, исчезли. Невеста Виктория Лебедева разорвала помолвку, назвав его обузой. Даже родственники дистанцировались, занятые попытками сохранить остатки капитала. В итоге Александр оказался на улице без денег и поддержки. В отчаянии он снова столкнулся с Еленой. Она заметила его возле служебного входа «Империала», где он сидел, не зная, куда идти. На ее вопрос о ночлеге он лишь покачал головой. Елена задумалась и предложила помощь. Так он оказался в ее небольшой квартире в старом доме в текстильщиках. Жилье было скромным, со старыми стенами и скрипучими полами, но именно оно стало для него спасением. Сначала Александр тяжело переносил перемены. Его ранила мысль о том, что он из наследника миллиардов превратился в бездомного. Наблюдая за тем, как Елена после смены чинила одежду или считала последние деньги, он чувствовал раздражение и внутренний протест. Ему казалось, что он потерял все. Но постепенно он начал замечать другое. Елена не жаловалась. Каждый день она вставала в 5 утра, готовила простую еду, шла на работу и возвращалась уставшей, но с улыбкой. Она не упрекала его, не напоминала о его положении. И это повлияло на него. Сначала он пытался помогать по дому, хотя все делал неловко. Потом он понял, что обязан измениться. Он устроился грузчиком на склад неподалеку. Для человека, привыкшего к дорогим машинам и слугам, эта работа стала тяжелым испытанием. Но именно она стала его первым шагом к новой жизни. Возвращаясь вечером домой, он видел, что Елена ждет его с ужином. Это придавало ему силы. Он учился радоваться простым вещам — горячему супу, книге, разговору перед сном. Тем временем общество продолжало следить за падением семьи Орловых. Газеты писали о каждом эпизоде скандалов. Бывшие партнеры открыто выражали злорадство. На Рублевке имя Орловых произносилось с насмешкой. Но рядом с Еленой все это теряло значение. Неожиданно в жизни Александра вновь появилась Виктория. Она узнала о его жизни с горничной и решила вернуть его, уверяя в чувствах.
На деле ее интерес был связан с возможностью приблизиться к замороженным активам Орлов Групп. Елена не вмешивалась, но Александр видел ее переживания. В итоге он отказался от Виктории, понимая, что возвращение к ней означало бы возвращение в пустую и ложную жизнь. Он признался Елене: «Я потерял все, но если рядом со мной есть ты, значит, у меня все есть». Жизнь оставалась тяжелой. Его зарплаты едва хватало на продукты и коммунальные платежи. Иногда приходилось выбирать между едой и оплатой счетов. Но эти трудности имели новый смысл — честность и собственный труд. Коллеги Елены смеялись над ней, считая, что она связала жизнь с бывшим богачом. Но она не обращала внимания. Для нее Александр был не падшим наследником, а человеком, который сумел измениться. Порой ему напоминали о прошлом. Однажды на складе он встретил Дмитрия Ковалева, бывшего друга. Дмитрий с насмешкой заметил, что Александр стал грузчиком, и говорил о его падении. Это задело Александра, но вечером дома Елена сказала: «Главное, кто ты на самом деле?» Эти слова поддержали его. Со временем он захотел большего. Он стал брать подработки, учился ценить труд. Затем он предложил на складе усовершенствовать систему учета товаров. Сначала к его идеям относились с недоверием, но позже убедились в их пользе. Это принесло ему прибавку к зарплате и стало первой личной победой. Его жизнь постепенно менялась. На складе владельцы начали доверять ему больше. Вскоре он получил предложение заняться управлением. Для него это было символично. Он поднялся от тяжелой работы к должности, где ценили его знания и умения. Елена продолжала работать в «Империале», оставалась его опорой. Настоящим испытанием стала болезнь матери Елены. Лекарства были дорогими, денег не хватало. Александр работал ночью и днем, искал любые способы заработать. Несмотря на усталость, он не сдавался. Ему удалось достать деньги на лечение, и здоровье матери удалось стабилизировать. Эти события изменили его окончательно. Он понял, что прошлое не разрушило его, а дало возможность начать заново. Его ценили за ум и честность, а не за фамилию. Он все чаще думал о том, что именно Елена дала ему возможность измениться. Рядом с ней он чувствовал уверенность. И однажды, в их маленькой кухне в текстильщиках, он опустился на колено и сказал: «Лена, ты мой настоящая любовь. Выходи за меня». Елена согласилась. И в тот момент Александр окончательно понял: его падение было не концом, а началом новой жизни. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.